Представьте две футбольные команды. Одна — сборная демократия. На поле 11 игроков — народ. У каждого своя роль. Они кричат тренеру, правительству, куда бежать и как бить. Тренер слушает, но иногда спорит. Команда может выиграть в красивом, но долгом матче. А может и проиграть, потому что пока спорили о тактике, соперник забил гол. Вторая — команда диктатура. На поле только один капитан. Он и игрок, и тренер, и судья. Он решает все сам. Команда действует быстро, как один человек, и может мгновенно забить. Но если капитан ошибется в выборе стратегии или устанет, вся команда проиграет, и сменить его нельзя. В 21 веке этот матч идет не на стадионе, а в умах людей, в соцсетях, на биржах и полях сражений. И у каждой системы появились новые, неожиданные инструменты и уязвимости. Давайте разбираться, кто сильнее сегодня. Так что же такое демократия и диктатура сегодня? Демократия — это система, где власть исходит от народа. Но не напрямую, как на Вече, а через выборы, парламент, независимый суд и свободную прессу. В жизни это работает примерно как автобус с множеством пассажиров. Они голосуют, куда ехать. Водитель, президент или правительство ведет автобус по выбранному маршруту. Если ведет плохо, на следующих выборах пассажиры выберут нового водителя. К примеру, США, Германия, Индия, Япония. В этих странах регулярно проходят выборы, можно критиковать власть в газетах и соцсетях, а решение о новой больнице или законе долго обсуждают в парламенте. Главное преимущество — это устойчивость и способность к самоисправлению. Ошибку одного лидера или партии можно исправить на выборах, не разрушая страну. Общество гибкое, креативное, потому что люди не боятся мыслить. Главный недостаток и слабость — это медлительность и нерешительность. Пока демократии спорят о квотах на выбросы газов, диктатура строит завод. Пока идет судебное разбирательство по поводу трубопровода, конкуренты захватывают рынок. Кроме того, демократии стали жертвами собственной открытости. Фейковые новости, хакерские атаки и манипуляция соцсетями легко раскалывают общество, порождая хаос. Диктатура, авторитаризм — это система, где власть сконцентрирована в одних руках или у одной группы. На практике это работает как гоночный болид. За рулем один гонщик, лидер. Он решает, куда повернуть, когда газовать, а когда тормозить. Пассажиры, народ, молчат и надеются, что он приведет их к победе. Если кто-то усомнится в маршруте, его высадят на полной скорости. К примеру, Китай — однопартийная система с жестким контролем, Северная Корея — тоталитарная династия, в более мягкой форме — Россия или Турция, где есть выборы, но реальная власть и медиа жестко контролируются. Главный плюс — скорость и длинная воля. Решения принимаются мгновенно. Можно за 10 лет построить сеть скоростных дорог, мобилизовать экономику на одну цель, как Китай на зеленую энергетику, не оглядываясь на протесты. Порядок и стабильность часто в ущерб свободе. Главная слабость — системный риск одной ошибки. Если лидер или партия просчитается, ошибочным может быть все. Некорректные данные, страх подчиненных сказать правду, отсутствие обратной связи ведут к катастрофам. Как завод, где все боятся сказать директору, что станки сломаны. Так где же идет борьба сегодня, в 21 веке? Диктатуры используют технологии для тотального контроля, система социального рейтинга в Китае, массовое распознавание лиц, цензура интернета, великий фаервол. Это дает им невиданную власть над обществом. Демократии используют технологии для развития, стартапы в Кремниевой долине, децентрализованные сети, свобода информации. Но они уязвимы. Данные граждан сливают хакеры, соцсети становятся оружием дезинформации. И что важнее, безопасность или свобода. В области экономики диктатуры могут бросить все ресурсы на один прорывной проект. Например, китайская программа сделана в Китае. Это эффективно в краткосроке. Демократии выигрывают в долгосроке за счет инноваций, созданных свободными людьми.
iPhone, Google, вакцины — продукты открытых обществ. Но их компании зависят от стабильности, которую иногда обеспечивают диктатуры, к примеру, цепочки поставок из Китая. Также нужно понимать, что между демократией и диктатурой идет жестокая борьба за информацию и умы людей. Раньше диктатурам нужна была цензура газет. Теперь они ведут гибридные войны, финансируют пропагандистские каналы, нанимают троллей, чтобы сеять раздор внутри демократических стран, вбросы в выборы США и так далее. Их цель — показать, что демократия — это хаос. Демократии пытаются защищаться факт-чекингом и образованием, но это похоже на попытку потушить лесной пожар стаканом воды. Глобальным вызовом стали пандемии и климат. Некоторые авторитарные режимы, как Китай на первом этапе, действовали жестко и быстро и справлялись, введя карантин и ограничения. Некоторые демократии, такие как Тайвань и Южная Корея, также справились блестяще, сочетая технологии, прозрачность и доверие граждан. Другие, США, Бразилия, утонули в политических склоках. Решающим оказался не строй, а компетентность власти и доверие общества к ней. 21 век стер четкие границы. Появились гибридные модели. Управляемая или иллюзорная демократия. В стране есть все формальные признаки демократии — выборы, парламент. Но власть десятилетиями принадлежит одной партии или клану, а СМИ ангажированы. К примеру, Россия и Венгрия. Технократический авторитаризм, такие как в Сингапуре при Ли Куан Ю. Жесткий контроль сочетается с верховенством закона, борьбой с коррупцией и сверхэффективной экономикой. Люди жертвуют частью свобод ради процветания и порядка. Мягкая сила диктатур ближе к Китаю, который не навязывает свою модель танками. Он делает это через экономические инициативы, пояс и путь, привлекательные образы в ТикТок, показ своих успехов на Олимпиаде и космосе. Это заставляет другие страны, особенно развивающиеся, задуматься, а может, их путь эффективнее? Так кто же победит? Каковы возможные сценарии будущего? Победителя в классическом смысле не будет. Мир будет двигаться к одному из 3 сценариев. Сценарий — хрупкое равновесие. Мир разделится на сферы влияния. В одних регионах будет доминировать демократический блок, Евросоюз и США, в других — авторитарный Китай и Россия. Они будут соперничать, но не напрямую воевать, используя экономику, технологии и прокси-войны. Это мир перманентной гибридной конкуренции. Хотя последние события в мире заставляют думать об обратном. Второй сценарий — это кризис демократии и ее обновление. Демократии, пережив внутренние потрясения, популизм, неравенство, инфодемию, смогут реформироваться. Они создадут новые правила для соцсетей, укрепят институты, найдут баланс между эффективностью и свободой. Их главный козырь — способность адаптироваться, сыграет свою роль. Диктатуры же могут столкнуться с непреодолимыми кризисами — демографическим, экономическим, когда ошибки накопятся. И последний, третий сценарий является технодиктатура. Новые технологии, искусственный интеллект, биометрика дадут режимам инструменты контроля, о которых не мечтали ни Сталин, ни Орвелл. Возникнут цифровые авторитарные государства, где каждый шаг предсказуем и наказуем. Свобода воли станет атавизмом. В этом случае победа диктатур будет пировой. Они создадут высокотехнологичный, но бесчеловечный мир. Следует понимать, что побеждает не система, а качество жизни. В конечном счете для обычного человека победит та система, которая сможет обеспечить ему безопасность, достойный уровень жизни, справедливость и ощущение смысла. В 21 веке диктатура может дать иллюзию первых 2 пунктов, но убить последнее. Демократия часто дает последнее, но иногда проваливает первые. Победит не демократия и не диктатура в чистом виде. Победит или проиграет человечество в зависимости от того, сумеет ли оно взять лучшее от обеих систем. Эффективность и скорость в решении глобальных проблем, климат, пандемии, и свободу, креативность и человеческое достоинство как главный двигатель прогресса. Матч продолжается, и каждый из нас своим выбором и гражданской позицией
игрок на этом поле.